Ребят, всем привет! Вы на канале Magic 5. И сегодня поистине самый невероятный выпуск. Потому что сегодня не просто выпуск, а мы поедем в город, который некоторые люди называют городом-призрака. Кто-то это называет город живых и мертвых. Некоторые из вас даже, я думаю, уже догадались. Это город Буча и Ирпень. Сегодня мы поговорим с человеком, который все это время находился в Буче с момента, как только все это вот началось. Этот человек был все это время там, пытался выживать. И сегодня мы услышим его историю. Наверняка многие из вас задались вопросом, где же я нахожусь. Друзья, добро пожаловать на кладбище автомобилей. Почему, собственно, это место называется кладбище автомобилей? Потому что, как вы видите, здесь большинство авто просто сожжены, обстреляны пулями, осколками. А некоторые машины пострадали от снаряда танка, и их свозили сюда с разных мест Ирпеня и Бучи. Ну что, друзья, подъезжаем к тому самому городу. И знаете, что самое интересное? То, что накануне всего, что начало происходить в этом городе, мы с Артуром собирались здесь приобрести квартиру. Выбирали или Бучу, или Ирпень. Мы еще выбирали между квартирой и таунхаусом, домом небольшим. И никто бы даже никогда бы не додумался, даже не представил, что Россия сможет напасть на Украину. И одни из самых больших жертв будет как раз в начале это город Буча и Ирпень. Так, самое главное, кто с нами сегодня едет? Артур Томашевский. Ссылка здесь. Бум. Эндрю Шульц, тот самый Эндрю Шульц, которого вы помните. Ну и Жека. Жека у нас с прессы, поэтому сегодня он нам много чего подскажет, расскажет. И сегодня мы увидим то, что вы никогда не увидите по телевизору. Только я сейчас карту возьму и покажу, откуда это все было. А ты покажи, откуда. Я покажу. Это покажешь, откуда? Я вставлю. 4 позиции, я сейчас покажу, карту привез. Посмотри, сюда именно падал снаряд, а теперь самый пипец доказательства. Сюда он упал, а смотри, куда полетели осколки. Меня знаешь, что возмущает больше всего, Димон? Посмотри, пожалуйста, вот сюда, на эту крышу. Да, я русские просто военные снесло. утверждают, что у них высокоточное оружие. Мы высокоточно попали не туда, куда Просто надо. посмотрите, это осколки от снаряда. Но самое Обалдеть. интересное, я вам сейчас покажу. Вынеслись все окна звуковой ударной волной, как видите, везде вот. И сейчас просто, зайдя в это здание, мы рискуем, потому что может, не дай бог, упасть какой-то там, не знаю, кусок бетона просто на голову, но мы ради вас хотим показать, насколько действительно все это выглядит и в каком это состоянии. Пойдем. Посмотрите, просто как в каком-то хоррор-фильме. Особенно вот эти шторы. Я так понимаю, это раньше был что-то в неком роде как гардероб. Да, друзья, это был типа как гардероб. Посмотрите, сожженные потолки. Сожженная лестничная клетка. Посмотрите, реально дыра. Посмотри на архитектуру, оно выглядит как какой-то музей, театр. Теперь будь в шоке, подожди, зеркало. Просто сохранились зеркала, посмотрите. Знаете, что я вам скажу, друзья? Мне кажется, это просто идеальное место для ловли призраков. Вот так это выглядит. Просто кошмар, посмотрите. Я так понимаю, вот здесь было что-то типа, наверное, какого-то главного зала. И вот это все, что от него осталось. И все сгорело. Охренеть. Очень стрёмно все это выглядит. Просто жесть. Как тебя зовут? Герман? Дима, я думаю, ты знаешь, да? Артур. Герман, а ты местный, ты здесь жил, да? А сколько тебе лет? Мне 11. Ты покажи, куда попала ракета. Ну, это за дубками, там есть песочная дорога, и там дом желтый. И там под лестницу прилетел снаряд. Никто из вас не пострадал? Нет. Ну, потом, кстати, прилетел
бабушке и моему папе это осколком прилетел в ногу. Он сейчас дома, и уже все нормально. Достали осколок все? Да? Кошмар. Ребята, вот представьте, вот такое детство у детей Украины, и на это смотреть без жалости на глазах просто нереально. Спасибо тебе. Надеюсь, все будет хорошо, и дай бог поскорее мира нам всем над головой. Друзья, мы находимся в одном из самых легендарных мест в городе Буча. Это здесь была сделана та самая легендарная фотография. Вот как она выглядит. Именно по вот этой улице происходили очень ожесточенные бои. Ну, чтобы вы понимали, здесь было настолько много побитой техники, что даже когда русские войска отсюда выехали, здесь было еще неделю дофига техники, и люди это все пытались убирать, вывозить, и сейчас мы можем здесь спокойно пройти. Просто вдумайтесь, место, где я сейчас стою, был сброшен снаряд, который смог просто уничтожить все дома в округе и сжечь все машины. И самое ужасное, ребят, в этих домах были люди. Друзья, обратите внимание, некоторые люди возвращаются на эти места. Ну, то есть они не забивают на это все полностью, а все-таки возвращаются в эту разруху, потому что у людей есть возможность, к примеру, да, ухаживать за огородом. В полной разрухе люди пытаются еще как-то возрождать жизнь и хоть как-то пытаться дальше выживать. Несмотря на то, что дома разрушены, то, что люди многие потеряли свое жилье, но они все равно сюда приезжают и все равно ухаживают за своим садом, за цветами, за всем. Посмотрите, даже розы. Просто все цветет. Но дома у этих людей больше нет. Если русская армия действительно запускала свои ракеты на наши всякие военные базы, стратегические объекты, то у меня просто один вопрос. Зачем было запускать их на торговый центр, на разные ТЦ-комплексы, где раньше просто ходили люди, отдыхали? То есть, это не военный объект даже. Или просто, я не знаю, как это объяснить. Если они запускали на военную территорию, то почему они попадали сюда, в мирные всякие ТЦ, где просто были люди? Видите, 10 мин вытащили только с парковки. То есть это был артиллерийский обстрел с миномета? Миномет. И вот это все, в принципе, произошло... Они с 4 ночи начали стрелять, и уже в 7 часов охранник вышел с того дома, говорит, что в 7 часов уже горело довольно прилично. Проломали забор, и сюда уже заехали тяжелой техникой. То есть здесь прям, да, эти БТРы и танки были? Мы побежали потом в подземный парк. Девочки, ребята, не подходите туда близко. Да, не надо. А дома я сидел с мамой, покушали борщ на кухне. Мама говорит, давай чайку попьем. Я говорю, давай. Я почему-то и не знаю, почему. Я говорю, давай попьем в зале. Сядем на диванчик. Прям как почувствовали, да? Там у нас есть такая гостиная комната, телевизор, там можно попить чай, там удобно. Нет, пошли в зал. И в этот момент мы только перешли, и мина, тоже 120-я мина, залетает на кухню. Капец. Разнесло все там. Она тоже не сдетонировала? Нет. А сдетонировала? Капец. Ни окон, ни Это дорог, кошмар. вообще ничего. Мама не пострадала? Нет. В принципе, это достаточное доказательство того, что они просто рандомно запускают свои ракеты, а куда это попадет, им все равно. Им главное запустить. Чем они только думают.
Друзья, я создал свои авторские курсы по блогингу для того, чтобы ответить на все ваши вопросы. Как правильно снимать контент в Instagram, TikTok, YouTube, как делать правильные названия, как делать превью, как работать над своим актерским мастерством, над харизмой. Даже если ты чувствуешь, что ты не уверен в себе, я сделаю так, что ты будешь просто крутым, колоритным артистом. И самое главное, научу тебя монтировать, выставлять свет. Ну и самое важное, зарабатывать на этом деньги. Лучшие мои ученики могут стать участниками проекта Magic Kids. Друзья, но, к сожалению, место ограничено и уже набираются последние группы, которые будут со мной работать. Поэтому поспеши. Самое главное, помни, места ограничены. Ролик смотрят миллионы, и, к сожалению, я не смогу принять всех. Поэтому прямо сейчас переходи по ссылке в описании и записывайся на курсы прямо сейчас. Увидимся на уроках. В общем, друзья, едем сейчас по Буче, проезжаем Ирпень и наблюдаем расстрелянная церковь. Вот просто прям как решето вся вот. В осколках, да, от пули, от снарядов и так дальше. Но из этических соображений мы этого вам не можем показать, но заметили, некоторые люди местные выходят на улицу и там обедают, потому что дома нет воды, нет света, нет электричества. И сейчас просто еще, по-своему даже повезло, что сейчас не зима, все-таки лето, и они могут себе это позволить. Воды нет, газа нет, нет возможности вообще готовить, мыться. И что самое страшное, что все равно многие люди, которые сейчас на территории России, все еще верят, что сюда русские военные несут мир. Они называют себя миротворцами. По факту, если бы русский солдат не ступил на землю Украины, ничего подобного не было. Я вам даже больше скажу. У нас дальше была бы вся команда целиком. Был бы Magic 5, как и раньше. И что самое важное среди проекта Magic 5, то, что мы собирались открывать проект Magic Kids. И это все просто в какой-то момент все развалилось, все пошло крахом. А все из-за каких-то фейковых мыслей о том, что здесь нас надо спасать от нацистов и так дальше. Я уже устал повторять о том, что я русскоговорящий человек, который родился в Киеве, которого никогда в жизни не притесняли по поводу русского языка. То, как действительно, если бы здесь были бы нацисты, меня бы уже давно притесняли за мой язык. Никогда в жизни, нигде меня не притесняли за мой язык. Но в русских новостях рассказывают другое. Попробуйте на улице в Киеве, когда там гуляют молодые люди определенной внешности, поговорить на русском языке. Дорогие друзья, скажите, Моргенштерн или Тимати? Тимати? Единогласно? Я ж сразу вижу, вы лучшие люди. Перед тобой Артур и Борода, да? О, Борода и Артур, понятно. То есть это для вас больше радость, да, чем если бы здесь был бы Тимати и Морген? Да. Моргенштерн или Тимати? Без разницы. Вы же Magic Eye, да? Когда мы в клубе, чиксы танцуют. Ну-то давай. Моя ты умничка. Вот, держи розу. Это вы плюнули в душу. Хорошего дня. Просто так. Смотри, какие машинки классные. О, так записывался клип Кадиллак. Попробуйте. Тут ничего не сделаешь. Но одна просьба. Если хотите знать правду, и чтобы все было по-честному, не смотрите русские новости, не смотрите украинские новости. Посмотрите новости, которые находятся за рубежом вашей страны. Это какие-нибудь интернациональные новости, европейские новости и так дальше. Посмотрите 10 разных новостей других стран и сравните с тем, что говорят вам по телевизору. Если вы грамотный, адекватный человек, вы все поймете. Если вы зомби, которые уже все, мозги пропитаны пропагандой, то, конечно же, вы будете говорить: мне все равно. Мне самое главное, что мне говорят по телевизору, там правда, и пофигу, что весь мир тебе рассказывает другую правду, и есть прям пруф, и есть доказательства. К сожалению, таких людей много. Вот как раз из-за таких людей война будет дальше продолжаться. Потому что будут люди, которые будут жертвами пропаганды, которые будут дальше говорить о том, что война — это хорошо и это правильно. Я осуждаю каждого человека, который вообще может заикнуться в сторону того, что война — это нормально. Война — это никогда не было и не будет нормально. Война — это смерть.
Друзья, я сейчас впервые в жизни буду брать интервью прямо вот на месте, где находится воронка от миномета. Для меня это в неком роде прям исторический момент. У меня еще такого никогда не было. Ну что ж, друзья, знакомьтесь, Настя. Настя, расскажите нам, пожалуйста, с самого начала, как это было, вот, когда вот только-только все началось? Я вам скажу так, что этот день, наверное, не забудется абсолютно ни для кого. Я 23 числа вечером смотрела этот прямой эфир с президентом Российской Федерации. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Мы проснулись приблизительно в 4:30 утра от такого гула, шум, гул. Я спускаюсь со 2-го этажа к ребенку в спальню и говорю: зайчик, говорю, будем собираться. Мы решили поехать в парню родителям. Они где находятся? Тоже в Буче, но они в центре. У них как бы подвальное помещение было на всю площадь дома. Уже были масштабные пробки по трассе по Варшавску, что в одну, что в другую сторону. Кто-то выезжал. Я наблюдала ужасную панику на улице. Это были ужасные очередя на заправках, просто километровые. Потом, когда мы уже приехали к родителям, это уже был сильный обстрел, прям очень сильный. Нам сказали, что это, скорее всего, бомбят взлетные полосы аэродрома. И там уже было все небо затянуто черным. И стоял вот гул такой страшный, никогда этого не забыть, вертолеты. Ты их не видишь еще, но ты это слышишь звук, оно где-то со всех сторон, ты не понимаешь, откуда оно, что оно летит. Услышали где-то, ну, вот, прилет этот, что оно что-то шарахнуло, бабахнуло, вертолеты. Вот так вот присаживаешься, ну, это такая паника была, я говорю, у меня начинают руки труситься. Мои лично родители, они были относительно недалеко от нас, но это все равно, это тревога, переживания. У меня папа болел, он уже как бы, в принципе, не вставал. И я понимала, что, вот как, что мне делать, как мне его спасать, куда мне его вывозить. Спустя, вот это где-то первую неделю ты начинаешь понимать, что тебе особо там продовольствия там не хватит, продуктов, элементарно там все там средства гигиены и так далее. И надо что-то делать. Магазинов нет. Но там половина что разграблена, половина разбомблена. Они пытались выходить, искать, где возможно найти продовольствие? Да, пытались, конечно, пытались. Потом начались постепенные эвакуации из Бучи. Первую эвакуацию у нас уехала одна семья. У нас осталось, получается, 15 человек. Те, кто были с вами, они уехали, да? Да. Вы побоялись поехать вместе с ними или почему вы остались? Родители парня тут, мои родители тоже тут. Или просто быть ближе к семье? Конечно. Надо было папе постоянно обезболивающее. И мы находили там через 10-е колено, но каким-то образом мы их находили, пытались, передавали там через знакомых тоже, передавали папе, чтобы хоть как-то его спасти от этих всех мучений. И тут нам говорят знакомые, что со стороны вот там Бородянки идет много техники где-то в сторону Бучи. И потом спустя там какое-то время мы действительно начали вот слышать там уже не такой звук, как был раньше, да, там какие-то самолеты, вертолеты, а тут уже ты слышишь звуки техники, и это намного страшнее еще, честно сказать. Потому что тут ты хотя бы там в подвал где-то спрятался, они там пролетели, все. Бахнуло, да пролетели. Да, а тут мы понимаем, что, если это придет пехота, это ж кошмар будет полный. Это где-то уже было у нас 6-7 марта. Нам уже сказали, что они зашли в Бучу, и утром 8 марта мы просыпаемся. 8 марта, серьезно? Да, серьезно. Проснулись от того, что уже гул техники был где-то, относительно рядом. Вышли посмотреть во двор, и так, с калитки выглядываем, что вот эти значки В уже по нашей улице. Все, это был такой страх. Мы видели много пехоты, все вот этой с белыми этими повязками, то есть русская армия. И они так идут как-то, сзади них идут грузовые машины, такие с тентами. Паника была ужаснейшая. И появились уже вот эти буряты, якуты, которые там, такие метр в кепке, возраста примерно там, им максимум по 20 лет всем, это максимум. Бомж-армия. Вот реально. И они были настолько разъяренные, они заходили в каждый дом. И они все, что было, там, техника, все, что они видели, они просто это тупо грузили все в машину. Они грузили все, что они могли вынести. То есть, по сути, они просто обворовывали, да, дома? Да. У них было такое подразделение, как будто они очень обученные в этим делом, воры. Люди все жили нормально, ни о чем не жалея, пришли, наделали такой беды ужасной. И это они называют освобождение. В какой-то из дней у меня немножечко появилась связь, и я созвонилась с девочкой из нашего офиса, и мне сказали, что у нас пропал директор. В том, что его уже подали в розыск, потому что
более 3 дней прошло. Я просто была почему-то уверена, что его держат в плену, потому что он по совместительству был и замначальника муниципальной варты Ирпеня. С момента, когда вот поняли, что уже человек пропал, сколько времени прошло? Больше месяца. Больше месяца они могли найти человека. Да. Марина, его жена, связывалась с представителями в Беларуси, потому что она думала, что, возможно, есть там списки пленных. Расскажите момент, когда вы узнали, что произошло на самом деле с мужем Марины. После того, как освободили там Бучу, Ирпень, нашли там машину, в которой они ехали. Она была вся постреляна, были взорваны подушки безопасности. Но следов крови не было в машине. Это нам давало какую-то надежду, что он все-таки еще живой. И пришел момент того, что нам позвонили и сказали, что все-таки нашли Анатолия, и, к сожалению, нашли его мертвым. Ну и те люди, которые там понимают в телах, они сказали, что вроде бы не 5 марта их застрелили сразу, позже. Возможно, их там действительно держали, возможно, пытали. Мы когда уехали с Бучи, это было очень сложно. Мы выехали одной машиной, и это было самое страшное, потому что 21 день мы были в оккупированной Буче. Я просто смотрю, что там то разбито, там то спалено, там то... это просто страх. То есть по трассе разбитые машины, сгоревшие, выгоревшие машины. То есть, по сути, хорошо, что вы успели выехать. Да, примерно где-то с 20-х чисел этого все начался беспредел. И у меня много знакомых пооставались в Буче, они там, в разных районах, кто где был, просто чудом выжили. Хотя, я честно скажу, у меня хватает знакомых, которые погибли. Мы выехали 14 марта в Винницу, но мои-то родители остались в Буче, и 17 числа моим родителям прилетел в дом снаряд. При том, что это был даже не снаряд, а осколок, то есть оно ударило в сосну. И то, что это были осколки, оно полностью снесло крышу, пластиковые окна, все вылетело. Просто полностью. Осколки, которые способны были снести целую крышу дома. Да. Я утром 17 числа, когда я позвонила родителям узнать, что там, хоть как там, и тут я звоню, они не берут трубку. У меня все, начинается внутренняя какая-то паника. Потом я дозвонилась опять через некое время маме, они мне рассказали, что это все случилось, и все, у нас началась жесткая паника, мол, выезжайте оттуда. Их останавливало одно, то, что папа лежачий, да, то есть как мы его перевезем, то есть у него там адские боли. И поняли, что все идет, ухудшается состояние у папы, с каждым днем все сложнее. И когда уже где-то числа 19-го утром мы узнаем, что это одна из последних эвакуаций из Бучи. Потом будут зачистки. Я говорю, грузите как-то, вывозите, универсал. Где-то часа в 3 часа дня они мне звонят и говорят, что они едут на Белую Церковь уже. Они приехали уже плюс-минус к вечеру. Я когда пошла встречать папу, я поняла, что вообще другой человек. Вообще, я как будто его не знаю. Мы договорились сразу в Виннице, чтобы их положили в больницу. После попадения снаряда у мамы были осколки. У мамы было 2 осколочных ранения в руке. Один осколок был на лице, который пролетел сквозь нос и застрял почти в губе. Но мама просто думала, что это царапины и что это стеклом посекло. Она не знала. Я почему сказала, что мы договорились, чтобы их положили. Папу положили на 4-й этаж, маму положили на 2-й этаж, и я туда-сюда к ним по этажам бегала. Ходит доктор и говорит, вы как дочка, вы должны пробыть эту ночь в больнице. Что такое? Он говорит, это последняя ночь. А я стою, во-первых, я опешила. Мне настолько много говорили папины врачи, это все в лоб, что я вроде бы как и была готова к этому. А тут уже этот момент, да, они мне это сказали, ночью осталась с ним. И я сама себя успокаиваю, Господи, слава Богу, просто, что ты выехал. Потому что в нелюдских условиях хоронить тебя, как и других людей хоронили, да, в коврах, это ужасно. И я просто была благодарна Богу, что дали шанс ему выехать оттуда. 19 числа он выехал, и 20-го. Была возможность хотя бы по-человечески попрощаться. Да. Настя, спасибо вам огромное за интервью. Я уверен, что все, что вы проговорили, это будет не зря. И хоть кому-то из людей, которые будут нас смотреть, в какой-то момент, пускай даже маленький какой-то процент, но повлияет на решение своей жизни, идти на войну или не идти. А если идти, тогда ради чего? Друзья, сейчас я вам покажу современные памятники города Буча. Выглядит это вот так.
что ж, друзья, а сейчас мы находимся как раз на том месте, где мы хотели накануне войны с Артуром приобрести таунхаус и быть соседями с друг другом. Просто посмотрите, на что теперь похож этот дом. Просто представьте, мы прям что-то почувствовали, что вот, блин, да не надо так спешить, не надо покупать эти дома. Блин, посмотрите, осколки, пулевые отверстия. В какой-то момент мы с Артуром такие, типа, блин, давай не будем спешить, давай еще чуть-чуть подождем. И началась война, неожиданно это все началось, и нам просто повезло, потому что мы могли здесь быть жителями с Артуром в одном из этих домов, и вот так могло все закончиться. По факту, вот это могло быть просто наше завершение всего. С Magic 5 могло быть все гораздо хуже, чем то, что сейчас даже происходит. У меня просто нет слов. Всей энергетикой, всем нутром ты чувствуешь, насколько здесь много пережито боли, насколько здесь страшно. Наверное, что-то нас с Артуром уберегло, что мы не успели приобрести здесь место для жилья. Как-то даже, я скажу, повезло, что мы вовремя остепенились и ничего не начали делать. Господи, посмотри, закрыли какой-то железякой, обмотали проводами, чтобы не открывали ворота, чтобы, наверное, пытались как-то уберечь машины, чтобы машины не украли, но все равно все сожжено, все уничтожено. Накануне войны, когда мы хотели приобрести это все, это считалось одной из самых крутых мест в Киеве, одно из самых приятных, теплых. Здесь было очень уютно. А теперь по факту добро пожаловать в город-призрак.